Знаете, общество продает нам идею второй половинки. Да, это красиво звучит, и звучит романтично, но в этой метафоре спрятан яд. Представьте себе тишину, не ту, которая длится, например, пару часов, пока ваш партнер находится в магазине, не ту, когда кто-то из вас уехал куда-то в командировку на выходные, а тишину настоящую, полную. Вы заходите домой вечером, поворачиваете ключ в замке, и в тот момент вы знаете, что внутри никого нет, никто не выйдет вас встречать, никто не спросит, как прошел ваш день. На экране даже телефона нет уведомлений с вопросом: а как ты, где ты, как ты провел свой день. Не нужно никому писать доброй ночи, нет планов на выходные вдвоем. Большинство людей в этот момент чувствуют какую-то тревогу, неспокойствие. Это не про грусть, это не про отсутствие чего-то, не про скуку, а это просто липкое, подкожное ощущение какой-то угрозы. Как будто само ваше существование без свидетеля теряет смысл. Почему тишина в собственной квартире пугает больше, чем самый громкий скандал в паре? Потому что одиночество в нашей культуре воспринимается как симптом болезни. Нас с детства приучают к мысли: быть одному значит быть невостребованным. Если ты один, значит с тобой что-то не так. Значит, ты не прошел социальный отбор. Счастье в этой диаграмме – это всегда быть с кем-то. Любовь означает это присутствие другого обязательно. И вот здесь скрывается самый честный вопрос, который вы когда-либо можете себе задать. А вы действительно хотите отношений? Или вы просто панически боитесь быть один? Это две фундаментально разные мотивации. Когда человек вступает в связь из желания разделить свою полноту, это называется выбор. Когда он вступает в связь из страха тишины, то это зависимость. И именно этот страх создает то запредельное напряжение, которое потом разрушает союзы. Потому что тогда партнер перестает быть человеком, он становится опорой, он становится анестезией, он становится доказательством того, что вы существуете. Но если опора находится снаружи, внутри всегда будет жить тревога. Тревога, что опора эта может уйти. Можно ли быть счастливым без отношений? Этот вопрос пугает. Потому что если ответ «да», то рушится огромный фасад, на котором держится вообще весь этот привычный мир. Вот давайте посмотрим, как это работает, как работает этот механизм. Знаете, общество продает нам идею второй половинки. Да, это красиво звучит, и звучит романтично, но в этой метафоре спрятан яд. Если вы половинка, значит вы изначально неполноценны. Задумайтесь об этом. Значит, вы дефектная часть, которой нужен кто-то другой, чтобы стать целым. Это так. И вы начинаете искать. Вы ищете не близость, вы ищете заполнение своей внутренней пустоты. Но вот в чем парадокс. Ни один человек в мире не способен заполнить пустоту другого надолго. Потому что сначала возникает иллюзия слияния. Вы чувствуете эйфорию. Вам кажется, что вы наконец-то дома, наконец-то с тем, с кем вы хотите быть. Но со временем эйфория проходит. И вы обнаруживаете, что пустота никуда не делась. Она просто была временно прикрыта присутствием другого человека. И тогда вы начинаете злиться на своего партнера. Вы начинаете обвинять его в том, что он перестал радовать, что он изменился. Но на самом деле он просто не смог выполнить невозможную задачу быть вашим костылем вечно в этой жизни. Когда человек боится быть одним, он соглашается на любые отношения. Он идет на компромиссы, которые его разрушают. Он терпит то, что терпеть вообще невозможно. Лишь бы не столкнуться с тем самым пустым вечером одному в своей пустой квартире. Вам кажется, что отношения – это защита от одиночества, но вы знаете, по опыту моих прошлых видео, самая страшная изоляция происходит не в одиночестве. Она происходит рядом с кем-то, с кем вы не можете быть самим собой. Она происходит там, где вы носите маску, чтобы вас не бросили. Если ваше счастье привязано к другому человеку, вы находитесь в заложниках. Ваше настроение зависит от его сообщения в телефоне, ваше самоощущение от его взгляда на вас, ваша жизнь от его выбора. Ну разве это счастье? Или это просто очень хорошо замаскированный страх? Знаете, свобода начинается там, где вы понимаете, другой человек – это не условие моего счастья.
а просто это дополнение к нему. Но чтобы прийти к этому, нужно сначала научиться выдерживать эту тишину. Зачем на самом деле нужен другой человек? Если мы, давайте отбросим этот страх, если мы отбросим потребность в безопасности, если мы уберем социальное давление, то что тогда останется? Останется ли потребность в отражении? Мы ищем не того, кто нас спасет от нас самих. Мы просто ищем свидетеля, человека рядом, с которым можно быть живым. Не быть лучше, не быть сильнее, не удобнее, а просто быть живым. Свидетель – это тот, кто видит вашу суть и признает ее существование. Вот я вижу тебя, я слышу тебя, ты есть. И это создает истинную близость. Но вот в чем секрет. Вы не сможете найти такого свидетеля, пока не научитесь сами свидетельствовать свою жизнь. Когда человек научился быть один, когда он перестал бежать от себя, бесконечные разговоры или какой-то фоновый шум, тогда он начинает замечать свои настоящие желания. Он начинает слышать свои чувства, свой внутренний голос, который обычно заглушен ожиданиями партнера. Потому что только в одиночестве вы можете понять, где заканчиваются навязанные вам роли, а где начинаетесь уже вы сами. И когда вы обретаете эту внутреннюю устойчивость, отношения меняют свое качество. Вы перестаете искать того, кто заполнит вашу нехватку. Вы начинаете искать того, с кем можно разделить вашу пустоту. Это огромная разница. Вот в первом случае это попытка выжить, во втором это, как бы ее назвать, сотворчество. В первом случае вы цепляетесь, боитесь падения, а во втором вы идете рядом, наслаждаясь этой дорогой. Если вы можете быть счастливы одни, вы становитесь просто неуязвимы. Не потому, что вам никто не нужен, а потому что уход другого не уничтожает вашу личность. Вам будет больно, будет грустно, но вы останетесь своим целым. Здоровый союз – это встреча двух автономных людей. Не двух половинок, не двух единиц. И только такая связь может длиться долго, потому что в ней нет удушающего контроля паники. Итак, финальный вопрос давайте я задам. Можно ли быть счастливым без отношений? Да. Но можно ли быть по-настоящему счастливым в отношениях, если вы боитесь одиночества? Нет. Потому что тогда вы всегда будете искать роль. Вы всегда будете редактировать себя. Вы всегда будете на страже своей безопасности. Любовь начинается там, где исчезает необходимость спасаться. Вот если вы сейчас одни, не спешите заполнять это пространство кем попало. Используйте эту тишину как фундамент. Посмотрите в этот страх. Чего именно вы боитесь, когда рядом никого нету? Какая мысль приходит к вам, когда телефон молчит? Все, что мы ищем в другом человеке, на самом деле есть уже внутри вас. Но мы привыкли искать подтверждение своей ценности в чужих глазах. Мы привыкли, что нас должны выбирать, что мы почувствуем себя важными. Давайте дальше подтвердим итог всего этого пути. Мы зададим самый глубокий, самый глубинный и честный вопрос. Что мы на самом деле ищем в другом человеке? Не ту любовь, о которой поют в песнях, показывают в мексиканских сериалах и кино, а ту глубинную потребность, которая толкает нас в отношения, заставляет нас терпеть контроль, заставляет нас изменять и снова возвращаться в те же сценарии. Мы с вами прошли через страх одиночества, через ловушки контроля, через циклы расставаний, через способность быть одному. Теперь пришло время понять, кто этот я, который все это ищет. И существует ли точка, где поиск наконец-то заканчивается? Готовы ли вы снять последний слой? Далее мы заглянем в само ядро человеческой близости в следующем видео. До встречи!